Мафиоза Никола Джентили как-то сказал: «Вы забываете, что мафия состоит из таких же людей». К чему вообще была эта цитата? Дело в том, что большинство забывает или не учитывает при рассмотрении такого феномена, как мафия, банальный человеческий фактор, что мафия состоит из людей с такими же потребностями и желаниями, только живут они, как правило, по ту сторону закона. Посмотрите, эта мафия Кливленда устроила пикник. А вот босс мафии Кливленда чистит кукурузу. Когда кливлендский новостной портал выпустил это видео, очень много людей удивились, что мафиози, оказывается, не только нарушают закон, а еще ведут себя как обычные люди. Нам эту сторону мафии прекрасно показали в сериале «Клан Сопрано». Но согласитесь, есть разница, когда ты смотришь кино и видишь настоящую кинохронику с настоящими мафиози. Я неспроста затронул человеческий фактор, поскольку это очень важная часть какой-либо структуры или системы, и мафия точно не будет исключением. Мафию как только не пытаются характеризовать. Кто-то говорит, что мафия – это милитаризированная организация с рангами, ссылающаяся на римские легионы. Или, например, самая распространенная и популярная версия, что мафия – это корпорация, где босс – это президент, заместитель босса – вице-президент, а консильерия – это кто-то вроде финансового советника. Но все эти тезисы ошибочны. В ролике про «Что такое мафия» я пытался дать ответ, что мафия – это система, процесс и сеть. Более того, в нескольких роликах я говорил, что мафия – это еще и правительство в правительстве. Тут, кстати, можно провести параллель с нашим воровским движением. Поправьте, если я ошибаюсь, но в основе воровского движения именно лежало отрицание какой-либо власти в принципе, кроме их собственной. И такая же идея лежит в основе мафии, что они противопоставляют себя правительству. Например, ты не можешь сотрудничать с властями даже не потому, что это поступок предателя, а потому что мы, то есть мафия, и есть правительство, и ты принадлежишь нашему правительству. Очень четко подчеркнул этот тезис Сэмми Гравана из семьи Гамбино, когда журналисты спросили, каково ему предавать организацию. На что он просто ответил, что он просто поменял одно правительство на другое. Мафия – это прежде всего демократическое правительство. Да-да, не удивляйтесь. Они также избирают свое правительство, а политика является неотъемлемой частью их жизни. Сами боссы – это политики, которых они избирают, а остальные члены – это юристы. Понимаете, я не просто так сказал про человеческий фактор. Мафия, как и демократическое правительство, также может разъедать сама себя от коррупции. Они могут нарушать собственные правила, а боссы, как и политики, могут злоупотреблять своей властью. Или прийти к власти нечестным путем, подстроить результаты голосования. В общем, все это типичная политика. Да, мафия, как это ни странно, это демократическая организация с горизонтальной структурой власти, а не с вертикальной, как ошибочно считать. Мафиози никогда не называли себя мафией. Они называли себя с самого начала фрателланце, то есть братство, а члены назывались фрателло, то есть братья. И это не просто так. Понимаете, в мафии технически все равны. Нет никого на самой вершине, который всеми командует. Это не про мафию. Мы знаем, что в истории мафии была такая должность, как капо дей капи, то есть босс всех боссов. Но мы ее неправильно понимаем. Это не значит, что он командует всей мафией. Да и физически никто не может все контролировать, даже если бы это захотел. У мафии с момента своего создания были свои демократические системы, как консильо, консильо супримо, ассамблея, которые все были связаны с демократией, то есть присутствующие на этих собраниях имели право голоса. Даже Библия говорит о том, что лидер не может все контролировать. Когда Иофор посещает Моисея и говорит ему, что сойдет с ума, если будет пытаться улаживать все дела племени в одиночку. Даже если босс или капо дей капи захочет быть тираном, ему все равно придется делегировать полномочия. И в этом элемент демократии. Например, вот Сальваторе де Аквила, капо дей капи. К сожалению, есть только его вот это посмертное фото. Никола Джентили описывал его как тирана, но тем не менее, даже Джентили в мемуарах говорил, что когда де Аквила выносил смертные приговоры, в ходе вот этих вот демократических систем, как ассамблея, они обжаловались. Он также вспоминал, что де Аквилу иногда подменял в качестве капо дей капи Джузеппе Трайна, который был вообще свободен в принятии решений. Потому что какой бы властью и влиянием не обладал де Аквила, все равно он не мог быть абсолютной властью, а тем более ставить себя выше остальных. Или Сальваторе Риина. Он был аналогом де Аквилы на Сицилии. Но вот один интересный момент. Это Антонино Джуфре, босс мафии Кокама, который потом станет давать показания. Он говорил, что Риина делегировал свои полномочия.
Так его правая рука Бернардо Провенцано получил абсолютную свободу в принятии решений, но при условии, что он будет держать Реину в курсе. Джоффре был боссом и подчинялся Провенцано, но что интересно, Провенцано сам напомнил, что технически Джоффре не подчиняется ему, а его место за столом рядом с Реиной, как члена их провинциальной комиссии. В то же время, как вспоминал Джоффре, хотя вся власть на Сицилии была в руках Реины, и никто не смел сказать ему слова против, сам Реина поддерживал видимость, что тут якобы все равны, хотя все прекрасно понимали. Да, понятное дело, что последнее слово и главное слово всегда было и будет за Реиной, он так и продолжал сохранять эту видимость демократии. Например, Провенцано и Реина часто расходились во мнениях во время собраний, и никто не смел вставать из-за стола, пока они не приходили к согласию и не могли выступить единым фронтом. Суть в том, что вот этот, хоть и формальный принцип равенства, является неотъемлемой частью мафии. Неважно, принадлежишь ли ты какой-нибудь одной из самых могущественных семей Нью-Йорка, которая будет вообще самой большой и будет делать огромные деньги. Или ты вообще из какой-нибудь семьи в Алабаме, состоящей из 3 человек. К тебе всегда будет одинаковое уважительное отношение. Самым хорошим примером будут операции в Лас-Вегасе, куда были вовлечены такие уже полумертвые на тот момент семьи, как Сент-Луис и Милуоки, которые состояли из пожилых членов и не были практически втянуты ни во что. Есть аутфит Чикаго, намного превосходящий эти семьи все вместе взятые. По факту все в Лас-Вегасе контролировал Чикаго. Тони Джордано был боссом мафии Сент-Луиса, а Фрэнк Балестриери был боссом мафии Милуоки. В нашем понимании представляется, что Джордано и Балестриери, это какие-то слабаки, и казалось бы, зачем вообще Чикаго с ними считаться, тем более они намного численно их превосходят. Но, как говорилось, протокол мафии не основан на том, у кого самая большая и жизнеспособная организация. Джордано и Балестриери были боссами, а с боссами нужно обращаться как с боссами, даже если ты намного могущественнее их. Тот же самый пример с Балестриери. Однажды в Милуоки без соответствующего предупреждения приехал неназванный член семьи Банана из Нью-Йорка. Балестриери собирался убить его за это, но остальные члены проголосовали против. И вот вам опять пример. Босс опять не имеет абсолютной власти, и он не может убить кого захочет. В то же время, если бы это произошло, несмотря на то, что семья Банана гораздо могущественнее Милуоки, они бы ничего не могли противопоставить Балестриери, потому что тот был прав. Поэтому я и говорю, что каким бы ты ни был могущественным и влиятельным, ты все равно должен уважительно относиться к своим фрателло. Но вот вам и человеческий фактор. Ведь никто не мешает вам изображать уважение, а за глаза оскорблять его. Или как Реина, сохранять видимость того, что мы тут все равны, а если тебе возразят, потом спокойно убить его и всю его семью. Не так ли? Мафия – это также и представительная система, где все друг друга должны представлять, независимо от того, представлять кого-то во время каких-то споров или представлять друг другу членов организации. И сейчас я именно сделаю акцент на слове «представлять» и «система». Это очень важно. Понимаете, многие воспринимают мафию как, скажем, преступную группировку. И приемка новичков выглядит достаточно простой, мол, человек доказал, что достоин и надежен. Он проходит церемонию инициации и все. Он в семье. Все просто. Но тут важно понимать, что ты пускаешь нового человека не просто в группировку, то есть в семью, а делаешь его частью системы и сети, которая раскинулась по обе стороны океана. Новичок становится не просто частью организации, а частью нового мира. И самое главное, теперь за него несут ответственность. Поэтому мафия не набирает к себе толпы людей. Чтобы было понятнее, я приведу пример с братьями Гало, членами семьи Коломбо. В начале 1960-х годов они подняли восстание внутри своей семьи и сколотили вокруг себя огромную банду. Братья Гало даже проводили мафиозные церемонии инициации для своих людей. Но эти люди не считались членами мафии, потому что никто не воспринимал их как равных, а следовательно, эти люди были вне их системы. А теперь подберемся к сути представительной системы. Представьте, что вы стали членом мафии. Все, теперь вы уже отныне часть этой большой системы. Скажем, вы стали членом семьи Коломбо. У вас есть лучший друг, который, например, решил стать членом семьи Банана. Он прекрасно знает, что вы являетесь членом семьи Коломбо, но также и вы знаете, что тот является членом семьи Банана. Но теперь самое важное. Вас формально должны познакомить друг с другом.
Должна быть третья сторона, которая знает, что вы член семьи Коломбо, а ваш друг из семьи Банана. Причем эта сторона может быть вообще из другой семьи. Именно эта третья сторона должны вас представить друг другу, и тогда вы официально можете общаться и быть вовлеченным во все аспекты Коза Ностры. То есть вам до этого никто не запрещал общаться, заниматься какими-то совместными делами, причем неважно, законными или незаконными, если все это не касалось членства мафии. Это очень наглядно показано в клане Сопрано, где Пуси Бампинсьера представил Джо из Делавера, то есть агента ФБР, другому члену семьи. Jimmy, let me introduce you to a friend of ours. This is Joey from Dover, Delaware. No shit, I live in Dover, here, Jersey. That's right, I forgot. Эти формальные представления очень важны. Так, например, раньше мафиоза, если собирался в другой город или путешествовал между Сицилией и США, он брал с собой рекомендательное письмо. Но это вообще не значит, что человек будет спокойно сходить с письмом и представляться первому встречному. Его босс или другой высокопоставленный член семьи также отправлял письмо лидеру в том городе, куда вы собирались, предварительно уведомив его о вашем прибытии. Это также касается и внутри семьи. Например, вас повысили до капитана, и вы также не можете прийти к своим людям и сказать типа «Парни, я ваш новый шкипер». Вас также должны формально представить. Причем это должен быть человек, который присутствовал на том собрании, где вас повысили, чтобы представить вас другим, которые, в свою очередь, представят вас в новом статусе остальным. Бывает, что доходит до того, что члены одной семьи даже не знают друг о друге. Это Джо Валачи, член семьи Дженовези. В 1963 году Джо Валачи идентифицировал Фрэнка Карбо как члена семьи Лукези. Но спустя пару десятилетий оказалось, что Карбо на самом деле был членом семьи Дженовези. То есть они были членами одной семьи, и Валачи даже не знал об этом, потому что их никогда формально друг другу не представили. Все вот эти вот знакомства являются настоящей валютой мафии. Члены мафии могут совершать преступления, заниматься бизнесом и использовать любые доступные им возможности. Но сама организация зависит от того, что эти парни имеют формальные контакты друг с другом, как внутри одной семьи, так и между разными семьями. Как и в случае с другими формами валюты, ее стоимость связана с сокрытием информации о членстве. Мафия, в первую очередь, это тайное общество, и информация о членстве должна быть сокрыта от посторонних. Но есть и пара примеров, когда семьи намеренно держали в тайне членство от остальных. Например, Луи Лараса из семьи де Кавальканте рассказывал, что их семья намеренно скрывала личность своих членов от других семей. У них было особое правило, что только высокопоставленным членам разрешается контактировать с другими семьями. И именно поэтому о них практически мало что известно было другим информаторам в 1960-е годы. Такая же ситуация в те годы была и в семье Лукези, которая также намеренно скрывала личность своих членов от остальных. Но у этого также есть и обратная сторона. Например, Джон Визи был принят в мафию Филадельфии в номере мотеля за городом. То есть из членов мафии Филадельфии он знал только тех, кто был на его церемонии. Можете смеяться, но дошло до того, что Визи бродил по улицам Южной Филадельфии и чуть ли не спрашивал прохожих, из мафии ли они, и если да, чтобы те передали остальным, что Визи теперь с ними. Вот эта сложная система представления касалась и отношений с Сицилией. Технически нет американской и сицилийской мафии, есть только одна мафия, которая просто базируется в США и в Италии, являясь одной системой. Поэтому сицилийцы и американцы должны быть представлены в той же манере. Например, Сальваторе Лукания был боссом семьи Дженовези, которого потом депортировали в Италию. А как ему тут было контактировать с мафиози на Сицилии, если он не был членом мафии до переезда в США, и по факту он вообще даже элементарно никого не знает? Следовательно, ему нужен был кто-то из США, который знает его как члена семьи Дженовези, но этого человека также должны были знать и на Сицилии. Скорее всего, этим человеком для Лукания был Фрэнк Скализи из семьи Гамбино, который был из настоящей мафиозной династии и также вел корреспонденцию с лидерами мафии в Палермо. То же самое с Анджело Бруно, боссом мафии Филадельфии. Он как-то отправился на Сицилию, где по прибытии его встречал Бенедетто де Алессандро, член семьи Коломбо, проживающий в Палермо, который в итоге представил его лидером семей. Де Алессандро сам был представлен сицилийцам только благодаря своему родному брату. А теперь представьте, что, например, Бруно отправился бы на Сицилию десятилетием позже. Как вы думаете, каковы были бы его вообще шансы, чтобы его представили мафиози на Сицилии, учитывая, что даже тогда уже было мало членов мафии в США, которых когда-то формально представляли сицилийцам?
и те бы имели такие прочные связи. Эта процедура будет касаться и родственных связей. В США как-то приезжал Калладжеро Синатра, родственник Анджело Бруно из их родной деревни. В Нью-Йорке Синатру встречали Бруно и Паоло Гамбино, устроив приветственную вечеринку. Паоло Гамбино был там не просто так, потому что у него были родственники в мафии Палермо, а сам он часто ездил на Сицилию. Вполне вероятно, что именно он и представил их друг другу. А теперь самое интересное. Амедео Инделикато был из Катании, который приехал в Филадельфию и стал членом местной мафии, но потом решил вернуться обратно. Его отец Джузеппе был боссом мафии Катании. Но вот в чем проблема. Они не могут быть формально представлены друг другу, потому что им был нужен кто-то из США, кто знал бы Амедео как члена мафии Филадельфии, и самое главное, кто знал бы кого-то из мафии Катании. Единственным спасением был Калладжеро Синатра, которого представили Анджело Бруно в Нью-Йорке. Но проблема заключалась в том, что Синатра был очень долго в США, и отцу и сыну пришлось ждать. А теперь представьте, что если бы с Синатра, не дай бог, что-то случилось в США, и он так и не вернулся бы обратно, отец и сын, скорее всего, так и прожили бы всю жизнь вместе, не обсуждая дела мафии. Поэтому я не просто так подчеркнул представительная система. Это касается не только знакомства друг с другом, но и представлять свою семью. То, что мы называем семьей, на сленге мафии называется боргата. У слова боргата нет дословного перевода, но это географический термин, означающий город, деревню или район. Хотя члены боргаты на Сицилии из одной деревни и даже могут приходиться родственниками друг другу, как правило, принадлежность к одной боргате – это единственное, что может быть общего у всех членов. Члены мафии всегда были очень разобщенными, особенно в США, где боргаты состояли не только из выходцев из одной деревни, но вообще из других провинций и даже не сицилийцев. Из-за этого боргаты были очень фракционны, то есть члены боргаты держались друг к другу по принципу компаэзани, то есть землячества, несмотря на то, что они были членами одной боргаты или семьи. Из-за этого какие-либо конфликты между мафиозными семьями очень и очень редки. Если посмотреть на историю мафии что в США, что и на Сицилии, то таких конфликтов наберется очень мало. Они скорее поубивают друг друга внутри одной семьи. Даже на Сицилии, хотя не все из одного района или города, было много примеров, когда даже маленькая боргата была разделена на фракции. Мафия – это также и сеть. Боргаты на Сицилии не появились просто так, как будто парни сидели в своих деревнях, а потом неожиданно поняли, что в других деревнях занимаются тем же самым, и такие: «О, круто! Вы такие же, как и мы. Давайте объединимся в одну большую сеть Коза Ностра». И так якобы появились семьи в западной части Сицилии. На самом деле, одна сеть сформировала остальные семьи на Сицилии, а потом перенесла эту практику в США. Вспомните тот момент про братьев Галла, когда они проводили мафиозную церемонию для членов своей банды. Что ты можешь сколько угодно проводить церемонии, но это не значит, что этих людей признают и позволят стать частью этой сети. Также и с семьями. Они не появляются просто так. Это не значит, что какой-то мафиоза куда-то приезжает, собирает вокруг себя банду и говорит, что у нас теперь боргата. Так не бывает. Семьи должны признать, чтобы они стали частью общей сети Коза Ностра. Более того, семьи также могут и распустить, а членов этих семей перевести в другие семьи. Это Сальваторе Мессина, член мафии Сан-Катальдо, который будет давать показания. Мессина говорил, что чтобы сформировать семью, нужно 10 человек. Мессина не взял эту информацию из воздуха, потому что он вышел из мафиозной династии, поэтому его слова явно имеют вес. Перенесемся в 19 век в США. Столицей мафии тогда был Новый Орлеан. Я простой кузнец, но при этом являюсь членом местной мафии. Скажем, в 1874 году я решаю переехать, например, в Питстон, штат Пенсильвания, потому что там началась добыча полезных ископаемых, и самое главное, у меня появилась возможность заработать. Я извещаю своего босса и переезжаю. Тем временем добыча полезных ископаемых набирает обороты, и в Питстон стекается большая сицилийская иммиграция в поисках работы. Более того, из Нового Орлеана в Питстон также переезжает мафиози. Скажем, пускай для начала будет 3 человека. Я, поскольку был там первым, помогаю им с жильем и работой. Мы вместе трудимся и поднимаемся в нашей сицилийской колонии. В итоге приезжает еще несколько членов мафии, и нас уже в сумме становится 10 человек. Есть очень хороший шанс, что я попрошу, или даже Новый Орлеан сам согласится признать меня представителем Питстона. Смотрите, я не какой-то преступный босс, тем более мы не какая-то банда, мы не занимаемся криминалом вообще.
мы все честно трудимся. Моя задача, как представителя, состоит в том, чтобы быть связующим звеном между членами Баргаты Питстона и другими семьями на национальном уровне. Мы стали частью общей сети. Вот примерно так и формировались семьи. Более того, мы все так же не втянуты в криминал, но уже серьезно поднялись и играем важную роль в деловом сообществе Питстона. Кто-то имеет должность в профсоюзе, кто-то занялся бизнесом, а кто-то вообще ушел в политику. Но самое главное, мы не занимаемся чем-то криминальным. Я прекрасно понимаю, что как представитель я не хочу ничего менять, и тем более принимать новых членов. Но я также и не собираюсь распускать нашу Баргату. Да, мы тихо, мирно живем и никого не трогаем, но наша Баргата все еще является частью обширной сети Коза Ностра. Через несколько десятилетий нас вообще останется всего 3 человека. Мы уже полуживые старики, которые вообще не контактировали с другими семьями очень-очень много лет. Но нас все еще признают Баргатой, и мы будем оставаться таковой, пока не умрет последний из нас. Такая ситуация сейчас в современной мафии в США, за пределами Нью-Йорка. То есть, с точки зрения правоохранительных органов, эти семьи давно не существуют, потому что они представляют из себя кучку стариков на пенсии. Но с точки зрения мафии, эти семьи будут существовать, пока не умрет последний из них. Например, не так давно умер последний член мафии Питтсбурга, окончательно поставив точку в истории этой Баргаты. Завершая устройство мафии, естественно, нужно разобрать, как вообще устроены семьи, то есть основы мафии. Как уже понятно, основа мафии – это семья, то есть Баргата. Из-за того, что в американскую мафию стали набирать не сицилийцев, термин Баргата со временем выродился в созвучный термин Бругат. А потом на смену им пришел термин «семья». Но, например, семьи Среднего Запада называли себя аутфит. На Сицилии с середины 20 века семьи называются коска. Но неизвестно, они действительно себя так называют или это термин правоохранительных органов. Возглавляет семью босс. Он называется рапрезентанте, что дословно переводится как представитель. Поскольку я уже неоднократно в ролике говорил про представительную форму системы, вы наверняка уже понимаете, что это название взялось не просто так. У босса также было и другое название – капо. Сицилийцы еще иногда в 1920-е годы называли капофамилия или капомафия. Известно, что термин рапрезентанте был в лексиконе американской мафии как минимум до 90-х годов, потому что Сэмми Гравано из семьи Гамбино говорил, что в его времена босс в мафии назывался рапрезентанте. Сегодня это просто босс, но на Сицилии этот термин все еще в обиходе. Ниже босса идет виче-рапрезентанте, что дословно переводится как заместитель босса. Его еще называют сото-капо. У американцев этот термин давно выродился и теперь просто называется андербосс. Третий человек в правлении семьи называется консильере, что дословно переводится как советник. Термин консильере до сих пор используется в американской мафии. Ниже них идут капидичини, то есть капитаны, которые возглавляют свою дичину, то есть бригаду. Термин каподичина в США сначала выродился в капо-реджима, а потом просто сократился до созвучного капо. Из-за этого пару лет назад был очень забавный случай. Это Джозеф Лани, капитан семьи Гамбино, чья бригада связана с сицилийскими мафиози. Когда его представили сицилийцам и назвали капо, те, не зная, что у американцев это уже капитан, ошибочно подумали, что это новый босс семьи Гамбино. Из-за чего итальянская пресса написала, что у семьи Гамбино новый босс, что естественно было ошибкой. Каждая дичина состоит из солдати, что дословно переводится как солдаты. Ниже солдаты расположены авичинати, что дословно переводится как приближенные. Это те люди, которые работают на мафию и уже готовятся пройти церемонию, чтобы стать членом семьи. У американцев этого термина вообще уже давным-давно нет. Ниже авичинати расположен ранг подельник. У американцев этот ранг размыт вместе с авичинати. Если посмотреть на диаграмму, то кажется, что это какая-то военизированная структура командования. Но это не так. Я говорил, что технически в мафии все равны. Все, что мы видим, так это структура ответственности. Проще говоря, поскольку мафия – это правительство, то эта иерархия показывает ее бюрократический процесс, кто за кого отвечает. Есть две концепции иерархии мафии – нью-йоркская и сицилийская. Нью-йоркская подразумевает под собой огромное количество членов, что влечет за собой постоянную отчетность. То есть, смотрите, солдаты постоянно должны контактировать со своим капитаном. Это выглядит примерно так. Солдаты суетятся, пока у них за спинами ворчаливо стоят их капитаны в ожидании конверта, который они должны передать боссу. Эта концепция была также и в других американских семьях. Сицилийская же напоминает закрытый джентльменский клуб.
Это относительно небольшое членство, где все на расслабоне, на чиле, каждый занимается своими делами. Никто ни у кого не стоит над душой. У семей, которые оперировали по такой концепции, единственным известным человеком был только босс. То есть, например, в семьях Тампы, де Кавальканте из Нью-Джерси и Нового Орлеана единственным известным членом был босс. А про остальных членов толком вообще ничего не было известно. Потому что тут босс — это не какой-то теневой король преступного мира, а тот, кем он изначально должен быть, то есть представителем, репрезентантом. Я уже приводил пример с Питстоном. Босс тут является отцом для своих членов и несет ответственность, помогая им найти работу. Также выступает в качестве арбитра и также оказывает финансовую и юридическую помощь. В настоящее время эта иерархия в США является не структурой ответственности, а структурой изоляции, благодаря давлению со стороны правоохранительных органов. Начнем с ранга подельник. Сюда также попадает и Авичинати, поскольку, как я говорил, в США это все уже давным-давно размыто. Поскольку мы смотрим на иерархию, и в этой схеме подельник стоит в самом низу, то кажется, что это самое незначительное лицо в системе мафии. На самом деле, отчасти это правда, но только отчасти. Давайте для начала разберем, кто такой подельник. Как правило, подельник — это человек, который собирается стать полноправным членом мафии и сделает все для этого. Но тут все вообще неоднозначно. Это очень сложный ранг, который нужно рассматривать индивидуально. Подельником мафии может быть вообще кто угодно, независимо от расы, пола и вероисповедания. Понимаете, подельниками мафии даже считаются, скажем, наркодилеры, которые платят дань мафии. Или даже такие случаи. Например, вы женились на дочери мафиоза, и ее отец на свадьбу подарил вам деньги, чтобы вы открыли ресторан, в который, соответственно, вы возьмете в долю и тестя. Там вообще не будет никакого криминала. Но правоохранительные органы, не зная всей ситуации, все равно запишут вас как подельника. Ранг подельника можно поделить на 5 степеней. 5-я степень – это просто люди, которые ведут дела с семьей. То есть это нечестные на руку бизнесмены, госслужащие, копы, члены других преступных группировок и вообще просто преступники, которые платят дань. То есть у них нет вообще никакого права голоса. Потому что по факту они даже не считаются в ранге подельника, и вообще они никак не связаны с организацией. 4-я степень – это и есть те самые подельники. Именно они являются настоящими пехотинцами мафии, которые делают всю грязную работу. То есть они собирают деньги, выбивают долги, да они вообще в принципе делают все. Как правило, если этот человек не итальянец, то естественно его никто не примет в семью. Но тем не менее ему будет достаточно и вот этой вот 4-й степени. Подобным примером служит Детройт, где в 1963 году они признались, что не будут принимать новых членов, потому что для них всю работу на улице выполняют сирийцы. 3-я степень – это те, кто официально закреплен за семьей. То есть теперь он официально разделяет все права и обязанности мафии, как часть дичины, которую возглавляет капитан. Этим человеком также может быть и не итальянец. Этот человек еще принимает важную роль в дележе добычи от преступных операций. 2-я степень – это те, кто отчитывается непосредственно капитану. И, наконец, 1-я степень – это подельники высшего уровня, которые могут отчитываться напрямую боссу. Важно понимать, что подельник подельнику рознь. Это может быть подельник, который закреплен за членом организации и контактирует с ним каждый день. Или наоборот, он может видеться со своим членом организации вообще раз в год. Подельник может активно сотрудничать с каким-либо членом, а может обратиться к нему только в случае нужды. Есть неитальянские подельники, которые пользовались просто огромадным уважением. Возьмем знаменитого Мейера Лански. Это подельник семьи Дженовези. Формально он был подельником, закрепленным за Джимми Алла, капитаном семьи, но он также напрямую контактировал с Сальваторе Луканией, пока тот был боссом семьи. Более того, у него была своя настоящая преступная империя в подчинении. Или Чикаго, где такие неитальянские гангстеры, как Мюррей Хамфрис или Гус Алекс, пользовались просто нереальным уважением и даже принимали участие в каких-то организационных вопросах. В Кливленде, например, подельник Милтон Рокман вообще объявил, кто будет новым боссом. Были даже такие подельники итальянского происхождения, которых устраивал статус подельника. И они пользовались огромным уважением, при этом они не собирались стать членом мафии. Когда мафия в США временно закрыла членство, у них было очень много подельников, к которым относились фактически как к равным. Потому что тех просто формально не могли принять из-за того, что они временно закрыли членство. А есть такие примеры, что сицилийские мафиози, когда переезжают в США, не переводятся в американские семьи, по тем или иным причинам.
Они тогда тоже становятся в ранге подельника, что, естественно, ни в коем случае не означает, что они являются какими-то мелкими сошками. У влиятельных подельников, как Ланский, могут быть свои подельники в подчинении. Самое главное, что такие влиятельные люди теперь разделяют все привилегии и правила мафии. Но бывает наоборот, что подельников могут специально не закрепить за кем-либо. Например, это Сэл Романо, биржевой аферист. Романо был подельником Джона Гамарана, члена семьи Гамбино. Но Гамарана специально официально не закреплял его за собой и семьей, скрывая от остальных по своим личным каким-то предпочтениям. Может быть, он просто не хотел нести за него ответственность, я не знаю. Наглядным примером служит YouTube-блогер Джон Алите, который известен тем, что он себя называет подельником семьи Гамбино. Но на самом деле Алите тоже никогда не был официально закреплен семьей Гамбино. А он был просто личным другом капитана Джона Готти-младшего. Учитывая, что представляет из себя Алите, я в принципе не сильно удивлен, почему Готти его никогда формально не закреплял в качестве подельника. Я говорил, что мафия – это правительство, где солдаты – это адвокаты. Так вот, непосредственным аспектом жизни мафиози является политика. Как и в любой политике, мафиози часто вступают в споры, которые на жаргоне мафии называются аргуймендо. Вот эти вот аргуймендо были настоящими судебными процессами, где солдаты играли роль адвокатов. Такие споры даже могли решаться на национальном уровне в комиссии, причем даже с участием рядовых членов. Когда у подельника случается спор с другим подельником или членом организации, ему нужен адвокат в лице солдата или даже другого высокопоставленного лица, который будет представлять его на таком процессе. Такие вот споры являются непосредственной частью жизни любого мафиоза. Подельники, поскольку разделяют те же правила, что и члены мафии, не могут поднять руку на другого подельника, а это уже не говоря о том, чтобы убить другого подельника без официального одобрения. А теперь перейдем к членству в мафии. Классическим заблуждением является то, что, чтобы попасть в мафию, нужно совершить убийство. Корни этого заблуждения растут из-за таких информаторов, как Сэмми Гравана, ну то есть парней с улицы, которые были силовиками. Именно такие крутые парни потом и нарушают омерту и сдают своих. Но не суть. Их всех объединяет одно, что они в свое время совершили убийство, прежде чем попасть в мафию. Поэтому у них сложилось такое неправильное представление о членстве в мафии. Как я и говорил, нужно учитывать человеческий фактор. Мафия, как и любая организация, состоит из разных людей. Тут есть и конченые психопаты, ну и вполне себе адекватные люди. Уличные отморозки могут делить членство с влиятельными бизнесменами, политиками, адвокатами и прочими. Да, безусловно, если тебе прикажут убить, то ты убьешь. Но мафия никогда, например, не прикажет политику или бизнесмену совершить убийство. Да, ты можешь купить членство кровью и совершить убийство. Но в то же время ты можешь доказать пользу другим способом. Как уже неоднократно говорилось, ты можешь быть кем угодно, лишь бы ты был полезен и надежен. Ты даже можешь быть успешным бизнесменом и взять какого-нибудь члена организации в долю в своем бизнесе. Или, например, ты вообще сын члена мафии. YouTube-блогер Майкл Францези вообще был два в одном, лично признавшись ФБР, что попал в мафию только благодаря отцу, ну и потому что зарабатывал. Тем не менее, все. Вы официально закреплены за семьей. Вы уже доказали, что можете стать членом мафии. Теперь вам нужно два спонсора, которые поручатся за вас. Естественно, первым будет тот, за кем вы были закреплены. Как правило, вторым будет капитан, если ваш первый это солдат. Согласно показаниям Томмазо Бушетти, когда его рекомендовали на членство, его семья разослала лист с его именем в другие семьи Палермо и окрестной деревушки, чтобы проверить его. Такая практика действует и в Нью-Йорке, чтобы проверить, не является ли новичок крысой, или же, может быть, он уже закреплен за другой семьей. Ну вот все в порядке, вас проверили, все хорошо. Теперь проводится знаменитая мафиозная церемония с клятвой на крови. Иногда просто даже давали устную клятву. Когда новичок проходит церемонию, его после этого называют парень с пуговицей. Тем самым, что он отныне принадлежит к пуговице. Не пугайтесь, это древний термин, который все еще в обиходе. На Сицилии и в ранней американской мафии его называли батоне. Это эвфемизм, подразумевающий собой, что членство – это пуговица, которая все держит. В давние времена члены организации называли пичото, как в Дранghete. Также еще было популярно фрателло, то есть брат. Очень редко говорили джентилуомо, джентльмен. Пуговица, человек с пуговицей – это один из самых распространенных. Но самым актуальным является амичи или амико ностро, то есть друг. Отныне на него будут ссылаться как на друга. Все, теперь вы в статусе солдата. И вот тут сейчас самое интересное. Из-за самого названия люди ошибочно принимают его за какого-то рядового пехотинца мафии, который делает всю грязную работу.
как это наглядно показано в сериале «Клан Сопрано». Но, как я и говорил, в мафии все равны. И они не просто так называются братством. Понимаете, я не просто так сравнил мафию с джентльменским клубом. Действительно, попадая в мафию, ты становишься членом привилегированного закрытого клуба. Отныне ты один из них. На самом деле солдат – это не бычара в спортивном костюме Фила, а независимый бизнесмен. Опять же, солдат солдату рознь. Одни солдаты просто занимаются своими делами, в то время как другие могут обладать таким влиянием, что даже присутствовать на серьезных собраниях национального уровня. Солдаты могут даже избираться на должность босса. На Сицилии в послевоенные годы комиссия мафии изначально состояла только из солдат. Более того, в основном именно солдаты приводят в семью подельников. Солдат – это сам себе начальник. Как я и говорил, классическое заблуждение, что ему приказывают делать всю грязную работу. На самом деле солдату, как и всем, никто и ничего не приказывает. Давайте посмотрим на сцену из «Сопрано», где Тони приказывает своему солдату Фьюрио Джунте избить сутенера. В реальности вообще такого не будет. Единственный приказ насильственного характера, который может отдать босс солдату, это убить кого-то. И все. Он делает все, что хочет, если это не запрещено правилами, то есть наркотики, сутенерство или ограбление. Солдат абсолютно самостоятелен в своих передвижениях и действиях. От него требуется только одно – это отчитываться о них своему капитану, чтобы тот был в курсе. Солдату не обязательно заниматься криминалом. Вот еще одна сцена из «Клана Сопрано», где солдат Юджин Пантекорво пытается отойти на покой во Флориду. Во-первых, Юджин часть денег, которые получил в наследство от умершей родственницы, отдает Тони, что неправдоподобно, потому что доход от законного бизнеса и все остальное, что не связано с криминалом, вне компетенции босса. Это твои деньги. Во-вторых, сам процесс уйти на покой. Как я и говорил, никто от тебя не требует заниматься криминалом. Босс или капитан никогда не прикажет тебе: «Эй ты, наладь азартные игры! Эй ты, наладь наркобизнес!» Нет, естественно, если до членства в мафии вы таким занимались, то от вас и будут ожидать, что вы продолжите также быть вовлечены. Но опять же, никто не заставляет вас заниматься криминалом. Если у вас есть законный доход и вам этого хватает, то вам никто ничего не скажет. Вы можете спокойно вести законную жизнь и отпроситься с концами переехать во Флориду доживать дни. Просто членом организации вы не перестанете быть. Если босс вам прикажет явиться, вы явитесь. Если босс прикажет убить, вы убьете. Но никто не мешает вам жить законно. Мне тяжело это признать, но все это я хочу резюмировать цитатой блогера Майкла Францези. Он был капитаном без солдат в подчинении, то есть у него были только подельники. Он как-то сказал в своем ролике, почему так было. Парни, если вы хотите, чтобы я рекомендовал вас на членство, то идите к кому-то другому, потому что мы тут только зарабатываем деньги. Францези сказал, что если бы он рекомендовал кого-то на членство, то тот автоматически перестает быть его подчиненным, и Францези уже не может приказывать ему что-либо. Следующим идет каподичино, или капо у американцев. Капитан назначается боссом, он отвечает за дичину, то есть бригаду, состоящую из солдат. Как уже понятно, это никакой не начальник. Более того, бригада не занимается чем-то конкретным, как описывает пресса или правоохранительные органы. Нет, например, бригады, которая занимается исключительно профсоюзным рэкетом, нет бригады, которая исключительно занимается азартными играми и подобное. Если солдаты одной бригады действительно все дружно занимаются, скажем, наркотиками, то это одно дело. Но это все равно не так, как представляется, что капитан приказывает всем заниматься чем-либо. Капитан – это не шеф и не начальник. Своего рода он является политическими вратами для солдата, если тому понадобится что-то от босса, или других лидеров семьи. В то же время, если босс прикажет убить кого-то, то именно через капитана отдается приказ. Капитан, как я говорил, не приказывает, но несет ответственность за свою дичину. Представьте ситуацию, что вы решаете, условно говоря, заняться наркобизнесом. В ваших интересах уведомить своего капитана, но вы этого не делаете. Потом у вас возникает конфликт с членом или подельником другой семьи. Произошел аргуймендо. Их сторона связывается с вашим боссом,
который связывается с вашим капитаном, который просто посмотрит на вас и скажет: «Что за хэ? Почему я не в курсе?» И та семья выиграет аргументы, а я окажусь в заднице, как и мой капитан. Если рассматривать со стороны правоохранительных органов, то мой капитан отвечает и контролирует наркобизнес, которым я решил заняться. Но на самом деле, с позиции мафии, капитан – это просто человек, которому я отчитываюсь, и который меня представляет и за меня отвечает. Причем неважно, отчитываюсь ли я ему каждый день, как в Нью-Йорке, или мы вообще практически не видимся. Капитана очень легко сменить или заменить, особенно если члены его дичины будут им недовольны. Например, в клане Сопрано мы постоянно видим, как они ругаются друг с другом матом, открыто посылают на 3 буквы, оскорбляют и прочее. А это я уже не говорю, что они постоянно дрались и поднимали друг на другу руку. Естественно, это все кино. Я уже говорил, что в мафии все должны относиться друг к другу уважительно. И драки – это очень серьезное табу. Никто не имеет права ни на кого поднимать руку. Это также касается и оскорблений. Это Чарли Панарелло, капитан семьи Коломбо. К слову, чтобы вы понимали, Панарелло – это настоящий отморозок, которому убить – это вообще расплюнуть. Еще Панарелло, как и любой герой клана Сопрано, очень любил оскорблять членов своей дичины. Это и стало причиной его понижения, когда солдаты донесли до руководства семьи поведение своего капитана. В американской мафии бывают еще такие редкие исключения, как Майкл Францези, то есть капитан без солдат. Такие назначения, как правило, делают, чтобы человек мог отчитываться напрямую руководству семьи, учитывая изоляционную политику мафии. Но тем не менее, капитан, в принципе, как и все другие ранги, это не так, как показывают в «Сопрано». Но это очень важная политическая должность, о чем будет понятно из дальнейшего повествования. Следующим идет виче-репрезентанте, сото-капо или андербосс. Как правило, если босс до этого был капитаном, то обычно андербоссом он избирал члена своей дичины, как Джо Коломбо, который избрал своим андербоссом Чарли Минео, своего солдата. Или если семья очень фракционная, то андербоссом назначается человек из другой фракции, как, например, Нил Делла Кроче из семьи Гамбино, когда босс Карло Гамбино назначил его андербоссом, чтобы сгладить фракционность. На мой взгляд, это вообще самая бесполезная должность. Она стала оправдывать себя только с середины 20 века в США, когда американская мафия начала политику изоляционизма. Боссы просто перестали перекладывать свои обязанности на андербоссов. По факту это просто посредник между боссом и капитанами. Вот и вся его обязанность. Это только в более современные годы власть андербоссов в американской мафии приравнялась к боссам. Они часто замещали своих боссов, и из-за этого даже бывала путаница, кто возглавляет семью. Например, в 80-е годы андербоссом семьи Дженовези был Тони Салерно, который фактически управлял семьей, пока босс Винсент Джиганте скрывался от правоохранительных органов. Существует очень ошибочное заблуждение, что когда босс умирает, андербосс автоматически наследует его место, чтобы избежать вакуума власти. Но это вообще не так. Андербосс ничего не наследует. И есть очень большая вероятность, что когда изберут нового босса, он заменит нынешнего сото-капо. Следующим идет консильери. Это самый важный ранг в Коза Ностре, который делает ее такой уникальной. Из-за популярности крестного отца и клана Сопрано, а также самого названия, консильери представляется каким-то реально советником или консультантом, как Том Хейген для Вито Корлеоне или Сильвио Данте для Тони Сопрано. Консильери редко бывает молодым, агрессивным боевиком, который в то же время, находясь на этой должности, совершает различные преступления. Но это также и не всегда какой-то престарелый мафиоза в полуотставке, который нашептывает советы на ухо боссу. Как сказал Винсент Кафаро, член семьи Дженовези, консильери – это двигатель и сила семьи. Консильери – это единственная должность, которая находится вне компетенции босса и не подчиняется ему. На самом деле консильери – это противовес боссу. Как мы видим из диаграммы, это единственный, кто находится вне системы власти. Именно благодаря консильери мафия является горизонтальной организацией, потому что консильери может сместить босса, если тот начнет злоупотреблять своей властью. По сути дела, босс представляет семью, а консильери – ее членов. Консильери – это адвокат и миротворец в семье. Он решает различные споры как внутри семьи, так и с другими семьями. Это первый человек, с кем должны связаться представители другой семьи, если у них с вами какие-то дела. Некоторые информаторы говорили, что в обязанности консильери входит спасать жизни. Тут подразумевается, что когда босс хочет убить какого-то члена семьи,
или член семьи хочет убить другого члена семьи, то консильери должен урегулировать конфликт между сторонами. Также интересно, что Билл Банана, который сам был недолгое время консильери, вспоминал, что когда он готовился исполнять обязанности, он часто посещал собрания с другими семьями, где они обсуждали преступный и законный бизнес. Грег Скарпа из семьи Коломбо говорил, что консильери должен быть независимым медиатором для любого члена семьи, которому требуется его участие для разрешения аргумента. То есть консильери – это первый человек в линии обороны для солдата. Стефано Магадино, босс мафии Буффало, говорил, что консильери – это должность, избираемая членами семьи и независима от власти босса. Более того, по словам Магадино, консильери фактически может соперничать с боссом. В результате Магадино пришлось бороться, чтобы в его Боргате не было консильери. Он даже сам открыто признавал, что не хотел делиться властью с консильери. Подобный пример можно провести с Анджело Бруно, боссом мафии Филадельфии, и его консильери Джо Руньетой. Вспомните, когда я рассказывал про приезд Калладжера Синатры, родственника Бруно. Так вот, Бруно спрашивал одобрение у Руньеты, можно ли ему представить своего родственника членом семьи. В 1969 году Бруно собирался провести церемонию для новичков, но Руньета отказался. И более того, он сказал, что вообще не признает эту церемонию. Смотрите, Бруно, хотя был боссом, все равно ничего не мог поделать. Более того, в конфликт вмешались представители комиссии и сказали ему, чтобы он помирился со своим консильери, но что в итоге был и вынужден сделать Бруно. Более того, босс, поскольку консильери ему не подчиняется, также и не может убить его. На самом деле убийство консильери – это вообще невероятная редкость. Есть Фрэнк Бонпенсьеро, консильери мафии Лос-Анджелеса, которого убили, потому что выяснилось, что он был информатором. А это Тони Капонигро, который сменит Джо Руньету в качестве консильери. Он был убит, потому что он убил Бруно. В Нью-Йорке было тоже несколько примеров, когда консильери убивали, но это происходило исключительно во время внутренних противостояний в семьях, а не по прихоти босса. Что интересно, так это что консильери – это единственная пожизненная должность. То есть босса, андербосса или капитанов можно сменить или заменить, но консильери – никогда. Как правило, в семье может смениться 3 босса, а консильери будет оставаться один и тот же человек. Как Джо Галло в семье Гамбино, заставший правление 3 боссов. Например, Джо Рикобона был консильери Карла Гамбино. В начале 1960-х годов он по неизвестным причинам попытался покончить с собой и вскрыл себе вены. Он выжил, но нормально справляться со своими обязанностями уже не мог. Заменили ли его? Нет. И тут на сцену выходит упомянутый мною Джо Галло, который стал исполнять обязанности консильери, пока Рикобона все еще официально занимал эту должность, причем до самой своей смерти. Но в очень редких случаях консильери реально можно было сместить, но это очень и очень редко происходит. Например, это Джо Банана, босс семьи Банана. Первым его консильери был Фрэнк Итальяно, который, вероятно, был консильери еще до того, как Банана избрали боссом в 1931 году. Так вот, семья Банана, как и все другие, были очень фракционны. Банана представлял своей семье фракцию Кастелламарези, то есть выходцев из Кастелламаре дель Гольфо, ну как и он сам, в то время как Итальяно представлял фракцию не Кастелламарези. Судя по всему, Итальяно не давал Банана абсолютной власти в семье, а зная, какой Банана был властолюбивец, было очевидно, что Банана вообще не устраивал такой консильери. Что сделал Банана в таком случае? Правильно, добился того, чтобы члены переизбрали консильери. В 1932 году был избран новый консильери. Согласно правилам, поскольку консильери – это пожизненная должность, то если тебя сняли с этой должности, ты больше никогда не сможешь ее занимать. В 1935 году Итальяно был убит. Следующий консильери повторил судьбу Итальяно. Филиппо Рапо также представлял фракцию не Кастелламарези и, судя по всему, также мешал единогласному правлению Банана. В 1939 году он также был снят с должности и убит в 1944 году. В 1940 году консильери был избран Джон Тартамелло, Кастелламарези и, самое главное, друг Банана. Судя по всему, когда проводилось голосование, Банана сделал так, чтобы выбрали его человека. Фактически, с того момента Банана стал абсолютной властью в семье. Также было и с Джоном Готти, боссом семьи Гамбино. У него возник конфликт с консильери Джо Галло. Галло открыто сказал ему, что Готти ничего ему не сделает, потому что Галло ему не подчиняется, и это избираемая должность.
Но Готти ему также открыто заявил, что спокойно обойдет это правило. Он просто возьмет всех несогласных капитанов, понизит их на один день, а вместо них поставит своих людей, которые проголосуют так, как скажет Готти, а потом вернет все как было. Вскоре после этого Галла был понижен, но неизвестно, таким ли способом. Вполне, кстати, возможно, что Бонано вытворял нечто подобное. Но важно понимать, что таким нечестным способом консильери также можно и избрать. Вообще, в каждых семьях процедура происходит по-разному. Томмазо Бушетто говорил, что в больших семьях Палермо консильери избирается членами семьи. Антонино Кальдероне говорил, что в маленьких семьях за пределами Палермо консильери назначается боссом. Такая же практика была и в США. В больших семьях Нью-Йорка, а также в некоторых других городах, консильери избирался, в то время как в других городах боссы сами назначали их. Изначально семья собиралась полным составом, где открыто проводили голосование, поэтому все было честно. Но из-за давления правоохранительных органов, понятное дело, что такому количеству человек уже собраться в одном месте это просто нереально. Важно понимать, что на должность консильери может быть только одна кандидатура. Обычно это проходит так. Капитан собирает свою дичину и называет солдатам имя кандидата. И тут самое интересное. Солдаты дружно могут назвать одного человека. Но капитан может сказать, например, что ваш кандидат не подходит, потому что он старый или что-то в этом роде. Причем, понимаете, этот капитан может быть даже не искренен в своих мотивах, а пытается пробить для босса семьи лояльного ему кандидата. Так что я не просто так говорил, что мафия это политика, и выборы тут также могут проходить нечестно. Капитан общается с солдатами, пока они все вместе не придут к единому решению. Как только капитан собирает все голоса, он встречается с другими капитанами, где они также все вместе приходят к общему знаменателю. Такие выборы очень легко подтасовать, потому что капитан также может разыграть количество голосов своей дичины в свою же пользу. Поэтому я говорю, что капитаны это важная политическая должность. Тем не менее, консильери избран и приступает к своим обязанностям миротворца. Что интересно, хотя консильери обычно не убивает, сам он, как и босс, может приказать убить кого-то. Но он все равно должен просить одобрения от босса. В то же время он еще выполняет функцию некого церемониймейстера. Когда нужно избрать нового босса, именно он выдвигает кандидатуру. Когда новый босс будет избран, именно консильери на собрании представляет нового босса членам семьи. Поскольку консильери это второе лицо в семье, то когда босс умирает, именно консильери временно возглавляет семью, пока семья не изберет нового. Так Карло Гамбино стал боссом. В 1957 году, когда босс семьи был убит, Карло Гамбино, поскольку был консильери, временно возглавил семью, пока они не решат проблему с лидерством. Когда Пол Кастеллано, босс семьи, был убит, консильери Джо Галло также временно возглавил семью, пока не изберут нового босса. Подводя итоги про консильери, хочется процитировать Стефано Магадино, который не хотел, чтобы в его семье был консильери. Представитель выбирает каподичину, которого хочет повысить. Он может понизить старых, которые ему не нужны. Он может делать все, что захочет. Он может говорить, что хочет. Затем консильери избирается из Боргаты, без участия босса. Но босс имеет все полномочия, чтобы назначить андербоссом, кого захочет. Как я и говорил, каподичины очень важны. Я никогда не брал людей, которые шли против меня. Я брал людей, которые работали на меня. Теперь, если кто-то рыпается, позволь мне сказать, как это бывает. Я бы всегда боролся, но никогда не должен был идти против консильери. Потому что ты должен понимать, что если консильери будет давать отпор, то отправной точкой будет это. Магадино ударил по столу. Не забывай, если поднимется каподичина, я пошлю его нахер. Мне плевать, каподичина, андербосс, их назначаю я. Но если консильери, то тогда уже я должен прислушаться. И нельзя идти против, потому что семья тогда может разделиться. Но в настоящее время консильери уже не обладает таким влиянием, поскольку сама суть представителя, то есть босса, поменялась со временем. В настоящее время консильери это действительно в основном представляет из себя номер 3. Более того, должность консильери это некий трамплин для подъема к власти. Доминик Оливетто из «Мафии Филадельфии» был первым таким примером. Он был солдатом, потом капитаном, потом консильери, а потом андербоссом, а в итоге будет временно исполнять обязанности босса. С Сэмми Гравано было то же самое. В 1987 году, после понижения Джо Галло, Джон Готти повысил Гравано, который тогда был капитаном. Гравано ничего не говорил про голосование. Готти просто взял его и назначил.
Причем он его назначил не потому, что Гравана уважали абсолютно все, а потому что Гравана был лоялистом Готи, и Готи хотел видеть Гравана в правлении семьи. Но он поставил его консильери, потому что должность андербосса была занята. То же самое с Виком Муза из семьи Лукези. Тони Касса был его лоялистом, и они оба были из одной дичины. А Муза также сначала повысил Касса до консильери, потому что хотел видеть его в правлении, а потом повысил до андербосса. Это и есть процесс американизации мафии, когда должности в мафии отошли от своих первоначальных ролей. Что теперь консильери превратился в номер 3. Но опять же, консильери рознь. И его роль всегда разная. Где-то консильери просто еще один член правления, а где-то действительно выполняет обязанности миротворца. Согласно показаниям Питера Лавалья в 2015 году, капитана семьи Банана, в их семье эта должность все еще имеет важное значение и также избирается всеми членами. Ну и наконец, репрезентанты, он же босс. Как я и говорил, сама концепция босса не была такой, какой мы ее видим сегодня. Он не просто так назывался представителем. Босс представлял свою баргату во всех смыслах. Он нес ответственность перед своими членами, помогая им найти работу, оказывая финансовую или юридическую помощь, а также выступал в качестве арбитра. Когда членам баргаты нужна была помощь в каких-либо вопросах, именно представитель все решал. Это прекрасно обозначил Поли Гальтиери в «Сопрано» во время церемонии инициации, когда он сказал новичкам, что босс Тони Сопрано теперь для них как отец. Это далеко не пустые слова. You just gotta let somebody know. This man right here, he's like your father. Представитель действительно не был каким-то богом или кем-то еще. Он действительно был кем-то в роли отца для своих членов. Более того, члены семьи Банана говорили «отец», когда ссылались на своего репрезентанта, Джо Банана. Такие репрезентанты, как Банана, которые родились и выросли на Сицилии, действительно выступали в отцовской роли для своих сыновей. Как и любой отец, пытались контролировать своих солдат на всех уровнях. Карло Гамбино был из той же породы. Была одна довольно интересная история между ним и капитаном Сальваторе Аурелло. Сальваторе Аурелло пришел в ресторан со своей любовницей, куда пришел и Карло Гамбино. Гамбино отводит его и говорит, мол, ты ничего не перепутал, я сюда прихожу обедать со своей семьей, как и ты сюда ходишь с женой, постыдился бы. Это даже в таких мелочах будет проявляться. В иерархии мафии существует такая приставка, как «действующий». Это значит, что человек по каким-либо причинам не может временно исполнять свои обязанности, и тогда появляется его временная замена. Действующими бывают босс, андербосс и капитаны. В очень невероятно редких случаях бывают действующие консильери. Всех этих людей назначает босс, кроме капитанов. Когда капитан не может по каким-либо причинам справляться с делами, он назначает действующего капитана. Этот действующий капитан вообще ничем не будет отличаться от официального, кроме того, что это временная должность. Но, например, если босса не устраивает эта кандидатура, он легко может его заменить. Действующие андербосс и консильери также не отличаются от официальных. Но действующий босс – это уже совсем другое. Его назначает босс. И это может быть как андербосс, консильери или капитан. Но важно одно – в отличие от действующего консильери, андербосса или капитанов, он не самостоятелен в своих решениях. То есть, например, действующий босс не может принять новых членов без одобрения босса. Еще в американской мафии есть такая неформальная должность, как уличный босс. Это все сделано сугубо из-за политики изоляционизма. По факту уличный босс – это кто-то вроде мессаджера, то есть посланника. Он служит посредником между руководством семьи и капитанами, а также контактирует с другими семьями. Самое интересное происходит, когда босс умирает или официально смещен с должности. С того момента, повторяю, формально, баргата, все, она распущена, потому что с уходом босса в семье, опять же, я повторюсь, формально, нету андербосса и всех капитанов, все, они все распущены. Остается только консильери, но если при условии, что он был до этого. Консильери становится действующим боссом, пока не будет избран новый. Этот статус называется соституто. Интересно, что семья может быть без официали репрезентанта очень долго, пока по всем правилам не будет избран новый. Например, семья Коломбо была без босса 2 года, пока в 1964 году не был избран Джо Коломбо. Или семья Дженовези. В 2005 году умер их босс Винсент Джиганте. Новый босс Либорио Беломо был избран аж в 2010-е годы. Претендовать на место босса может кто угодно, от солдата до консильери.
Например, Джон Готти был солдатом. Хотя он и убил Пола Кастеллана, ему все равно надо было заручиться поддержкой, чтобы его признали боссом. И он также проходил через голосование. Но так называемое избрание Готти было организовано за закрытыми дверями, чтобы все стороны проголосовали единогласно. Это полное нарушение правил мафии, которое гласит, чтобы не было так называемой агитации. Например, когда Джо Коломбо избирался, он активно нарушал это правило, втихаря встречаясь с отдельными капитанами, чтобы заручиться их поддержкой. Например, Реймонд Патриарка, босс Новой Англии, подтвердил это правило, но он также подчеркнул, что это правило против агитации будет проигнорировано, если только значительное количество капитанов не выступит против кандидата. Джо Банана вспоминал, когда в 1931 году его избирали боссом, на собрании были все члены семьи и голосовали сразу за 2 кандидатов, и Банана получил большинство голосов. Информатор Грег Скарпа из семьи Коломбо вспоминал, что высокопоставленный член семьи попросил проголосовать за нового репрезентанта, и что Скарпе было разрешено голосовать от имени своего заключенного брата и другого члена семьи за решеткой, что указывает на то, что семья, по крайней мере, соблюдала все формальности. Тройной голос Скарпы был отдан за Джо Коломбо, напоминаю человека, которого обвиняли в агитации за кулисами. Во время предыдущих выборов Скарпа также отдал свой голос и голос 2 заключенных членов семьи. Но другой член семьи поставил под сомнение право Скарпы говорить от имени заключенных. Тем не менее, на 2 выборах босса семьи Коломбо все членство было включено в процесс голосования, независимо от того, была ли подтверждена честность выборов. Но с конца 1950-х годов этого уже было мало. Тебя могли избрать члены твоей семьи, но окончательное слово было за комиссией мафии, которая должна была тебя одобрить. То есть, когда вы выиграли голосование, вы не были репрезентанты официали, а оставались в статусе соститута, действующего босса, пока вас не признает комиссия. Карло Гамбино, консильери, несколько лет был в этом статусе, пока на собрании комиссии его не признали новым боссом. Или возьмем мафию Филадельфии в 1959 году. Репрезентантом семьи был Джо Ида, который был депортирован из страны. Действующим боссом он назначил Доминика Полину, который в итоге будет боссом, с одобрения Иды из Италии. В том же году он собирался убить солдата Анджело Бруно. Это довели до комиссии, потому что у Бруно было очень много друзей в других семьях. Когда произошло собрание комиссии, они посмотрели на Полину и дали понять, что, мол, ты вообще кто? Мы тебя знать не знаем, мы не признавали тебя. Какой ты репрезентант? И место Полины в качестве босса занял Анджело Бруно, которого признала комиссия. В 1962 году произойдет тот же сценарий. Джо Профачи, давний босс семьи Коломбо, скончался. После его смерти Джо Мальока, андербосс, подсуетился и устроил некое подобие голосования и даже не удосужился оповестить комиссию. По правилам, после смерти босса нужно выждать какое-то время, прежде чем проводить выборы. Но Мальока и этого не сделал. Комиссия отказалась признать Мальока. Ну а теперь представьте, все, босс избран, его одобрила комиссия. Консильери представляет его остальным капитанам. Теперь новый босс должен принять первое свое волевое решение. Напоминаю, что пока не избран новый босс, в семье формально нет ни капитанов, ни андербосса. Сейчас у босса есть 2 варианта. Он оставляет все как было или что-то меняет. В большинстве случаев новый босс поменяет капитанов, но не всех. Кого-то понижают, а кого-то наоборот повышают. Босс отличается от остальных членов организации, потому что к нему всегда нужно проявлять особое уважение. Это даже заключается в таких мелочах, как приветствие. Например, вы заходите в какой-то социальный клуб мафии, где собралось очень много членов семьи, в том числе и босс. Первого, кого вы должны поприветствовать и пожать руку, это босс. Причем неважно, занят ли он с кем-то разговором или нет. Пример Чикаго. Информатор приходит в социальный клуб мафии. Он протягивает руку Тони Аккардо, который был действующим боссом, пока босс Пол Рико сидел в тюрьме. Аккардо быстро разворачивает информатора и показывает на Рику в комнате, чтобы он шел к нему. Понимаете, это не просто так, это важный протокол. Если ты не приветствуешь босса первым, следовательно, ты не признаешь его власть. И это очень просто оспорить, поэтому в мафии очень часто происходят конфликты на почве захвата власти. Признание очень и очень важно. Я сейчас попытаюсь обрисовать полную картину. В 1963 году Джо Валачи из семьи Дженовези стал давать показания. Когда у него спрашивали про состав 5 семей Нью-Йорка и кто их возглавляет, он отвечал, например, «Эту семью возглавляет Вито Дженовези» и так далее.
Так, с 1963 года появилось 4 названия: семья Дженовези, семья Гамбино, семья Лукези и семья Банана, в честь тех, кто их возглавлял. Пятая семья не была названа, потому что босс Джо Коломбо еще не был избран, а Джо Мальока не признала комиссия. Так в сознании правоохранительных органов появились названия 5 семей. Но на самом деле они называются по фамилии босса. Например, 1981 год. Вы член семьи Коломбо. В то время боссом был Кармайн Персика. Когда вас знакомят с членом другой семьи, вы говорите, что вы с Персика. То есть это выглядит примерно так. Для мафии вы являетесь членом семьи Персика, но для правоохранительных органов вы являетесь членом семьи Коломбо. Перенесемся на десятилетия вперед. В 1991 году Персика сидел на пожизненном, а действующим боссом был его родственник Вик Арена. Арена собирался захватить власть, чтобы комиссия признала его боссом. В случае с протоколом мафии такой переворот вообще начать очень просто. Кто-то может сказать без нужного уточнения, что он с Ареной, забыв или специально не упомянув, что Арена был только действующим боссом. И все, начиналась путаница. С 1991 по 1993 год в семье Коломбо была настоящая война между лоялистами Персика и Арены, которая закончилась победой Персика. Так вот, после войны люди Персика еще продолжали встречаться с другими семьями, чтобы удостовериться, что они все еще признают Персика в качестве репрезентанта. Наконец, самым главным заблуждением по поводу босса заключается то, что это самый богатый человек в семье. Якобы, если посмотреть на диаграмму, то солдаты передают деньги капитану, а капитаны передают деньги андербоссу, который в свою очередь передает все боссу. Это не так. Как правило, основное богатство босса копится еще до того, как он был избран боссом. Более того, он получает выплаты не со всех капитанов в семье, а только от тех, с кем у него в свое время было налажено какое-то преступное или законное предприятие. Например, у семьи Банана была дичина в Монреале, в Канаде. По словам нескольких высокопоставленных информаторов, Монреаль много лет не отправлял деньги в Нью-Йорк. Джо Массина, бывший босс семьи Бананов, в своих показаниях сказал, что брал долю только вообще от 4 капитанов в семье, с которыми у него давно еще была налажена букмекерская операция. Также с семьей Дженовези. Босс Винсент Джиганте не от всех капитанов получал деньги. Более того, их дичина в Массачусетсе тоже годами не засылала деньги в Нью-Йорк. Босс получал деньги от всех членов семьи только на Рождество, в знак уважения, и все на этом. Это также подтвердил Гарри Рикобено из «Мафии Филадельфии», потому что он сам сказал, что отправлял деньги боссу Анджело Бруно только на Рождество. Босс может быть даже не самым богатым в семье, и бывали такие примеры, но зато босс имеет власть изгонять кого-либо из семьи. Член не просто изгоняется из семьи, но вообще он отныне исключен из сети Коза Ностра. С ним запрещено вообще иметь какие-либо дела, за исключением, если у кого-то уже с ним налажен законный или незаконный бизнес. В таких случаях с ним запрещается обсуждать вообще все, что связано с мафией. Этот изгнанный не перестает быть членом мафии, но отныне он, скажем так, лишен адвокатской лицензии. То есть он не может никого представлять в аргументо, и более того, его никто не будет представлять и защищать. Тем не менее, оно во власти босса также вернуть тебя обратно. Вот так примерно выглядят внутренние процессы мафии. И я прекрасно понимаю, что в наше время мафия уже в принципе отошла от своей оригинальной роли демократической организации. Босс сегодня уже не какой-то отец, а действительно преступный босс, который спокойно может убить любого члена организации, причем консильери даже не посмеет вмешаться. Но тем не менее, хотя боссы и злоупотребляют своей властью, как бы это ни звучало странно в наше время, они все равно стараются как-то, может даже и неосознанно, сохранить эту демократию. Потому что, как показывает история мафии, те, кто обычно пытаются быть абсолютной властью, заканчивают очень плохо.